Начинаем вытоп при температурах 13 градусов. Ага, это в топке 13 градусов. А так 3 градуса. Все остальное. Да, топка еще со вчерашнего дня теплее. Так, в деревянных домах камины строятся немного по другому принципу, чем в кирпичных, потому что здесь нужно соблюдать пожарную безопасность. Поэтому камин немного сюда вытаскивается. Вообще по ГОСТам положено 38 сантиметров, но, точнее 380 миллиметров. Но это еще больше вытаскивает камин, он вообще чуть ли не на середину здания вылазит, точнее помещения. Поэтому здесь уже применяются новые технологии, то есть тизолы, фиброцементы. Это Игорь сейчас покажет. Также мы сейчас будем протапливать камин и смотреть нагрев сэндвича и нагрев самих внешних стен и внутреннего очага. Так как, допустим, в русской печи у нас очаг получается 500-600 градусов, внутри стены боковые и задние. Вот. Здесь у нас очень большая подача кислорода, и, естественно, она также и охлаждает саму топку. И мы это будем сейчас доказывать, пирометром будем замерять. Я думаю, будет 200-300 градусов, 500-600 никак не будет. Вот. Это так. Потом сэндвич здесь установлен, сэндвич здесь установлен только по одной причине, что кирпичная труба попадала в конек, и поэтому нам пришлось обойти, ставив два угла в 45 градусов. У сэндвича сечение 350 мм, внутреннее 250. Все. Это наш обычный камин в деревянном доме. Стены у нас получается 25 сантиметров, но у нас защита фламлист, потом идет кирпич, потом тизол, восьмерка, потом опять кирпич, то есть тройная. По нормативам, конечно, 38, здесь у нас 25, но двойная защита. Я думаю, вполне пристойно. По нормативам 38, но 38 это в этих, как его, 38 это в печах, а не в каминах, да. В печах температура выше. Не, ну здесь что, двойная защита, так что тут переживать даже нечего. Куда он? Фламлист, тизол и еще два кирпича. С перевязанной порядовкой. Вот порядовка вся перевязана. Все у нас. Так что переживать не о чем вообще. Первая закладка дубовых дров у нас прогорела, температурные изменения по внешнему контуру камина не изменились, также осталось плюс 5 градусов. А внутренняя, вот здесь задняя стенка именно 350 градусов именно в месте очага. Боковые где-то 250 пока, или 200, наверное, да, даже. Вот. А сейчас мы доложим на вторую закладку и пойдем замерим сэндвич, насколько он изменил свою температуру. Да, кстати, можно сказать, топим-то строго дубовыми дровами, они дают более высокую температуру горения. И не стреляют. Ну да, и не стреляют. Так, это после первой закладки. Твоя рука попалась. 316 градусов. Так, боковая стенка. 90 всего лишь. Ну, как я и говорил, охлаждает воздух заходящий. Вот, 100 градусов, боковые стенки. Задний вот зуб 266. Вот видно, что вот чем выше, вот повыше давайте снимем. Вроде какой огонь, вот 237 градусов повыше там внутри. А непосредственно в очаге 320. Так, и под 124 градуса всего лишь. То есть именно вот пятачок за углями прогревается, а выше уже на 100 градусов меньше. Боковая стенка
Вот, 15 градусов. Ну чуть изменилось 15 градусов. На 10 градусов теплее стало. Так. Рукой не чувствую. Газосборная камера. 16 градусов. Труба 17. 16. Ну, на 10 градусов прибавил. Итак, сэндвич на выходе из кирпичной трубы. 13 градусов. 13. 10. 13. 17. Так, сам кирпич 8 градусов всего лишь. Вот. Сэндвич 13. Ну, грубо на 7 градусов всего лишь поднялось после первой закладки. Потом после второй закладки еще промерим. Вот так вот камин топить не стоит. Вообще даже не надо, потому что к нему просто даже на 3 метра не подойдете. Будет слишком жарко, и это называется, будет называться как перетоп. Тем более, учитывая то, что дрова у нас дубовые. Они дают очень мощный жар, и их уголь тоже дают очень мощный жар. Вот сейчас у нас камин проходит как бы такой краш-тест. Поэтому один раз так сейчас его протопим. То есть это уже вторая закладка. 400 градусов. Так, зуб. Стреляем зуб. Зуб 260 уже. То есть намного прохладнее. Так, боковые стенки 190. 228. Ближе сюда 190. Дальше в углу 200. Ну так. Именно где очаг, сама температура в камине получается. Вот. Дно 270. В углях 660. В дубовых. Да, вот я в угле прям бью лазером. 664 градуса. Но это, если их расковырять, то повнутрь еще, там еще повыше, наверное, будет. Нет, скорость нет. Если скорость дать, то есть колосник снизу и скорость, то она и до 1000, 1400 можно развить. Так, смотрим. Стена в кирпич толщиной, то есть как 2 перегородки в пол кирпича. Так, внешняя стенка 25, 24, 23, 23, 21. То есть на 15 градусов стенка подогрелась. Так, труба, которая рядом с деревом. 33, 26, 24, 18. Такая температура. Он тянет теплый воздух.